Такер Карлсон в Москве. Что легенда американской журналистики делает в российской столице? В Москву приехал американский телеведущий Такер Карлсон. Он записал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. И визит Карлсона в отражении российских официальных медиа – это, если честно, дикий кринж. Те же самые люди, которые еще недавно рассказывали нам, как это плохо поклоняться перед Западом и все время оглядываться на Америку, теперь описывали буквально каждый чих американского журналиста. В Россию Такер Карлсон прилетел как обычный пассажир рейсом из Стамбула. Вот фото в аэропорту после получения багажа. А это уже ложа Большого театра. Балет «Спартак», как предполагают в соцсетях. В понедельник утром Такер Карлсон завтракал в ресторане одного из столичных отелей. Выглядел немного сонным, как обычный турист на отдыхе, без микрофона и телекамеры. Такер Карлсон признался в любви к Москве. Как пишет СМИ, американский журналист в беседе в столичном отеле, где он сам остановился, заявил, что любит этот город и он красивый. Машина с оборудованием американского телеведущего Такера Карлсона покинула московский отель, где он остановился. Об этом сообщает Russia Today. Тема в топе мировых новостей. Интервью, которое Владимир Путин даст американскому журналисту Такеру Карлсону. Кто такой Такер Карлсон? Довольно популярный в США телеведущий, который начинал карьеру на демократических каналах, но в 2009 году перешел на республиканский Fox News и стал там весьма популярным. В последние годы его шоу смотрели в среднем по 3 миллиона человек за выпуск. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. Sometimes you wonder just how filthy and dishonest our news media are. У него правоконсервативные взгляды, иногда конспирологические. Карлсон, например, боролся с движением Black Lives Matter, боролся с обязательной вакцинацией от коронавируса, называл иммигрантов загрязняющими страну и говорил, что трансгендеры – естественные враги христианства. Он поддерживал кремлевские нарративы по поводу биолабораторий в Украине и некоторые другие истории по поводу войны в Украине. Его не раз обвиняли в расизме и в сексизме. В 2023 году Fox News без объяснения причин отказался продлевать шоу Такера, и, возможно, это было связано с иском компании Dominion Voting Systems. Это поставщик оборудования для голосования. Такер, в числе других ведущих Fox News, обвинял компанию в том, что она в 2020 году помогла демократам украсть победу у Дональда Трампа. И компания подала иск более чем на $1,5 миллиарда, и Fox News вынуждена была выплатить около 800 миллионов в рамках урегулирования спора. После этого Такер запустил свое шоу в Твиттере, которое теперь называется X, и в первом же выпуске заявил, что правительство США обнаружило корабль инопланетян. Сравнил Владимира Зеленского с крысой и обвинил украинские войска в подрыве дамбы Каховского водохранилища. Он также делал интервью с лидерами-стронгменами типа Виктора Орбана или Дональда Трампа. Трамп, разумеется, кумир Такера, и эта любовь взаимна. В общем, с точки зрения его критиков, Такер Карлсон крайне правый конспирологический популист, который эксплуатирует теории заговора, постоянно лжет и фальсифицирует факты, но у него есть своя аудитория, примерно та же, что голосует за Трампа. Сам Такер подает себя как независимого журналиста, который имеет мужество бороться с политическими элитами и повесткой Демократической партии США. В своем анонсе интервью с Владимиром Путиным он пообещал, что это будет настоящая журналистика. Этим вечером мы в Москве. Мы здесь, чтобы проинтервьюировать президента России Владимира Путина. Мы скоро это сделаем. Естественно, есть риски проведения такого интервью. Мы тщательно обдумывали это несколько месяцев. И вот почему мы делаем это. Во-первых, потому что это наша работа. Мы журналисты. Хотя, по моему скромному мнению, как журналиста, хорошее интервью с политиком – это как раз критическое интервью. А Карлсона не назовешь критиком Владимира Путина. Ранее он неоднократно говорил, что Путин не враг Америки, в отличие от Демократической партии США. Призывал американцев сотрудничать с ним и поддерживал российские нарративы по Украине. Хотя изначально вторжение в Украину он все-таки осудил. Американское издание Mother Jones публиковало кремлевскую методичку для российских СМИ. В ней Такер Карлсон назывался американским комментатором, мнение которого следует использовать в материалах российских СМИ, так как он критикует США и НАТО. В общем, можно сказать, что Такер Карлсон любит Путина, а взгляды Карлсона созвучны взглядам Путина. Так что их разговор, вероятно, будет похож на взаимное восхваление. Иронично, что он будет опубликован в соцсети X, бывшем Твиттере, которая в России заблокирована по требованию Кремля. Вот она, свобода слова, которую якобы преследует Карлсон. Но еще смешнее, как в целом российская пропаганда подавала весь визит Карлсона, следили буквально за каждым его шагом. Вот заголовки кремлевских СМИ.
Такер восхитился архитектурой Москвы. Такер рассказал о желании прогуляться по Петербургу. Такер Карлсон посетил стенд Алтайского края на форуме «Россия». Подождите, но ведь вы же нам говорили, что Россия — это отдельная цивилизация, что у нее свой путь, что не надо ориентироваться на Запад и заглядывать в рот американцам. А тут приехал настоящий американец, и российская пропаганда буквально бросается к нему в ноги. Белый господин прибыл и обратил на нас внимание. Сам Такер Карлсон. Облизали с ног до головы. Такер большой молодец. Он, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово. Это выдает, на мой взгляд, глубокие комплексы российской элиты и лично Владимира Путина. На самом деле они страстно желают одобрения Запада и в первую очередь США. И внутренне сильно фрустрированы тем, что к ним относятся как к изгоям. Но у такого отношения есть свои веские причины, конкретные поступки, и главный из них случился 24 февраля 2022 года. Российские пропагандисты надеются, что интервью Такера с Путиным поможет прорвать информационную блокаду в Соединенных Штатах и донести незамутненные таким критическим пересказом мысли российского президента до широкой американской аудитории. Если Такер возьмет это интервью, если он взял уже его, мы сможем прорвать информационную блокаду изнутри. Потому что они, значит, заблокировали Russia Today, Спутник, огромное количество, так сказать, наших каналов, там невероятное количество СМИ. Так что скоро рядовые американцы наконец узнают всю правду про нападение НАТО на Россию, про то, что Украину придумал Владимир Ленин, про гендерно-нейтральные туалеты и про то, что власть в США захватили враги двух народов, которых, об этом, конечно, не будет сказано прямо, но будет намек, хорошо бы поменять, например, на Дональда Трампа. Тогда, глядишь, и война в Украине быстрее закончится, которую Путин якобы не начинал, он ее только заканчивает. Интервью Такера с Путиным мы увидим завтра. И если там будет что-то интересное, возможно, я сделаю разбор на этом канале. В любом случае, скоро увидимся в следующих видео. И, кстати, дополнительные видео и другие материалы я публикую на Патреоне. Там можно оформить как платную подписку, так и бесплатную. И для бесплатных подписчиков тоже есть дополнительный контент, просто он обычно выходит чуть позже. Так что подписывайтесь, ссылка в описании ролика. Пока!